Занятие пятое. Развитие цели. С вами рассматриваем, да, какие изменения по нашей судьбе произошли в целом. И следующий блок – это по отдельным целям, причины, почему было проседание, тема сегодняшнего занятия, да, по развитию, какие цели целесообразно ставить, да, то есть это взгляд в будущее. Несколько вопросов, соответственно, мы рассмотрим, то есть что нам нужно понять. Самое важное по развитию, что нужно сделать и почему. То, что мешает брать. Если говорить в среднем, то по каждой цели, неважно, там развитие, самореализация, любая другая значимая, как бы есть статистика, она более-менее такая известная, да. Как правило, то, что блокирует, да, не позволяет что-то делать, там таких проблем немного, там 3-4. То, что угнетает, делает это очень тяжелым, очень неприятным. Да ведь оно ж не всегда так на самом деле. Оно на самом деле так для конкретных людей. Есть события, есть реакция на события. Эта реакция, она индивидуальна, она зависит от человека, да, от его воспитания, от его тренировки, от его убеждений, а не само по себе. Когда человек считает, что мир такой, как он его видит, он не прав. Он видит мир таким, как он себе его нарисовал, да, что он себе представляет об этом мире. Что хорошо, что плохо, что правильно, неправильно, чего бояться и что ценить. Да, и все эти убеждения, они классифицируются в том числе по уровням. Для воина одни ценности, там, для брахмана другие, для шудры третьи, для трутня четвертые ценности. И вот как человек думает, как он принимает решение, он попадает в ту или иную категорию. Значит, по целям. Целей основных у нас будет на сегодня две, которые нужно понять и поставить. Первая цель касается общего развития, общего роста. Ну а вторая вот на здесь и сейчас, на то, чтобы давала быстрый результат. В данном случае, что такое общий рост и для чего он нужен? Да, уровень развития человека, ну, в целом определяет его возможности, да, по судьбе. Значит, что нас интересует? Общий рост. Да? Это на какой уровень? Не то, что мы потенциально можем подняться, а карма говорит, «Ну, вот у тебя в основном условия выполнены, ты можешь подняться вот сюда, пожалуйста, действуй, если сможешь. Говорит, я лично не против. Ну ты, пожалуйста, вот эти хвосты закрой, вот эти хвосты, там условия выполни такие-то. Но для тебя это открыто. Желательно четко понимать, что не всегда развитие для человека открыто. Вот если человек виновен, да, там по каким-то причинам, что-то ему нужно отработать. Но в целом, в данном случае мы говорим, много наработок есть, много есть оснований, чтобы куда-то подняться. Карма не против. Ну, реши соответствующие задачки. Основные навыки, условия, преграды – это первое, формирование привычек. Человеку нужны на самом деле тысячи привычек, там, начиная там, следить за собой, там, мелкие всякие. Но из этих мелких привычек формируется человек и долговременные накопительные результаты. Да? Не всё, ну, большинство вещей ж они не происходят мгновенно. Там. Формирование там, физического тела или тех или иных навыков. Да, это вот шаг за шагом, понемногу. Но если ты идешь шаг за шагом, ты придешь к цели. Если не идешь, никуда и не придешь. Поэтому формирование привычек, то есть изменять свои, да, вот то, что мы делаем, свои действия, свои привычки и свою жизнь. Понемногу, но это должен быть постоянно действующий процесс. Нужен результат, так действовать нужно. Это первое, да, это действие, расчет, усилия воли, да, что-то вносить в жизнь. Второе – это расчеты, цели, планы, думать, что ты собираешься делать. Если не делаешь, думай, не думай, все бесполезно. Да? Третье – это ответственность. Но опять же, нижний уровень, да, первый уровень. Шудра, да, у него этого будущее не работает. Перспективы, расчеты. Дальше носа особо не видит. Вот сиюминутное. Сделал, получил, дальше сознание не работает. Да? А вот ответственность, чтобы она была долговременная. Я строю себя, строю свое будущее. Я, для этого я понимаю, как работают законы,
Ответственность за себя и за свою судьбу нужно взять. Основная проблема — это ты сам. И пока человек это не поймет, шансов у него нет. А когда он это понял, у него появляется задание, что нужно в себе перестроить, чтобы процесс пошел лучше. Вот пока человек это не поймет, пока вместо этого у него есть виновные, не он ответственен за процесс, а у него есть виновные, а он паинька такой весь. Да, вот пока человек считает, что он прав, он обречен. Да? Вопрос не в том, чтобы прав или не прав, а что сделать, чтобы было лучше.